Из ниоткуда в никуда на поезде. Свидетель существования явлений и событий, выходящих за рамки здравого смысла, множество. Пальму первенства держат призрачные люди, умирающие, умершие и живые. За ними идут призрачные животные, домашние, дикие или какие-то потусторонние. Не остаются в стороне дома, автомобили, самолеты и даже танки. А если повезет, то можно увидеть город-призрак и побродить по его мостовым. А некоторым даже удалось пообщаться с его жителями. Так почему же не лететь из ниоткуда в никуда поездам-призракам? Края терялись, таяли в воздухе, неясные и размытые. И вот на одном таком краю возникла голова поезда, допотопный локомотив с прожектором впереди и клочкастым шлейфом дыма над топкой. Паровоз выскочил на мост из ничего и потянул из этого ничего черные вагоны с площадками сзади и спереди, с неяркой цепочкой оконных огоньков. Это был не мираж. В земле отдавался дробный гул колес. Прилетел запах угольной гари. Так писалось в книге «Голубятня на желтой поляне». Действительно ли встречался писатель с мистическим поездом, или это плод его фантазии, неизвестно. Но то, что составы, не обозначенные ни в одном расписании и сами не признающие никаких расписаний, время от времени появляются, факт довольно известный. Удивительные поезда целенаправленно куда-то стремятся, и остановить их невозможно. Отправной точкой служит 14 июля 1911 года. Именно тогда трехвагонный туристический состав покинул Римский вокзал. Этот рейс был устроен фирмой Санетти для богатых итальянцев, дабы 106 пассажиров могли осмотреть достопримечательности, окружающие новый участок дороги. Поезд приближался к сверхдлинному по тому времени километровому горному туннелю Ломбардии, когда стали происходить странные вещи. По свидетельству двух пассажиров, которые в испуге соскочили на ходу, все вокруг покрылось молочно-белым туманом. По мере приближения к туннелю туман сгущался, превращаясь в вязкий кисель. Тем не менее, поезд вошел в туннель, но с другой стороны так и не появился. Паровоз и 3 вагона исчезли бесследно. Дурная слава об этом участке дороги вынудила руководство железной дороги отказаться от его эксплуатации. Туннель заложили камнями. Правда, в 40-х годах 20-го столетия мистический поезд вдруг обнаружился там, куда из Европы еще не проложены железнодорожные магистрали, в столице Мексики. В записках известного мексиканского психиатра Хосе Саксина есть сведения о том, как в Мехико появились 104 итальянца, и все они попали в психиатрическую больницу, так как утверждали, что прибыли в Мехико из Рима на поезде. Особого ажиотажа это событие тогда почему-то не вызвало, и уж тем более и никто не связал давно пропавший итальянский туристический поезд и точное количество оставшихся внутри него пассажиров с числом сошедших с ума. Есть мнение, что перемена континента римским поездом не единичный случай. В Северной Америке бытует легенда, согласно которой траурный поезд президента Авраама Линкольна по-прежнему блуждает по железнодорожным магистралям штата Нью-Йорк. Хотя со дня смерти президента прошло более сотни лет. Американский художник Майк Руфф попытался зарисовать это явление со слов нескольких очевидцев. На его рисунке изображен паровоз и все те же 3 вагона.
Крайне загадочное событие произошло и в 1929 году на железнодорожном вокзале в Цюрихе. К платформе, от которой несколько минут назад отошел экспресс, прибыл состав из нескольких длинных синих вагонов и роскошного красно-черного паровоза, давшего громкий гудок. Дежурный по станции и машинист паровоза некоторое время с нескрываемым удивлением смотрели друг на друга. Дежурный недоумевал, что это за поезд и откуда он здесь взялся. Машинист, что это за станция и откуда она возникла на их пути. Наконец локомотив, испуская клубы дыма и пара, отошел от перрона, быстро набрав ход, и вскоре исчез из вида. Дежурный поспешил оповестить станции на пути следования неизвестного поезда, но, как оказалось, до ближайшей станции состав не дошел. Он словно растворился в воздухе. Подобные железнодорожные легенды можно услышать по всему миру. В зависимости от страны бытования в них может фигурировать поезд заброшенной секретной ставки Гитлера, Польша, состав, рухнувший в реку во время аварии на железнодорожном мосту, Румыния, санитарный поезд, попавший под бомбежку в конце Второй мировой войны в Германии, таинственный поезд из Коломбо и многие другие. Особенно громкие заявления на подобные темы принадлежат Черкашину, которого многие называют всего лишь удачливым мистификатором. Он написал несколько статей об исчезнувшем итальянском поезде, и одна из них называется «Череп Гоголя под Ла-Маншем». В ней рассказывал, что именно в том злополучном итальянском поезде ехал студент, брат которого, внучатый племянник Гоголя, вывез похищенный череп писателя, чтобы предать его земле в Италии. Зачем понадобилось юноше столь странный предмет в увеселительной поездке, неизвестно. Но именно он оказался в числе 2 счастливцев, успевших спрыгнуть с поезда. С тех пор череп Гоголя странствует по миру в поезде-призраке. По крайней мере, зафиксированы случаи его поезда неоднократного появления под Полтавой, на родине писателя, в районе полустанка Заваличи. А в 1940 году, в канун дня рождения Адольфа Гитлера, поезд-призрак появился на сверхсекретной однопутке, ведущей в ставку фюрера. Также поезд-привидения был замечен в железнодорожном туннеле под Ла-Маншем. Некоторые исследователи считают, что это хрономираж, который вполне может возникнуть в морозном воздухе. Но пока еще никто не слышал о мираже, который бы сопровождался звуковыми и сейсмическими сотрясения Земли эффектами. А тем более странным является то, что на нем можно уехать. Так, 25 сентября 1991 года председатель комиссии по изучению аномальных явлений подстерег загадочный поезд на переезде в селе Заваличи. Он прыгнул на подножку, и больше его никто не видел. Желающих продолжить исследование этого феномена пока не нашлось. Дежурная по переезду утверждает, что поезд с наглухо закрытыми шторами, открытыми дверцами и пустой кабиной машиниста на этот раз двигался абсолютно бесшумно, давя при этом разгуливающих по полотну кур. В шоке был и машинист товарного поезда, который 2 февраля 2002 года приближался к станции Плавни. Внезапно в каких-то 50 метрах возник состав явно довоенной постройки. Паровоз из 6-7 вагонов. Когда столкновение оказалось неизбежным, состав также таинственно исчез.
И все же ученые пытаются хоть как-то объяснить появление мистического поезда в разных уголках Земли. Железные дороги, говорят они, густо и причудливо оплели континенты паутиной рельсов. И это, как всякое значительное преобразование пространства, повлекло за собой и временные аномалии. Сверхдлинные туннели, сверхглубокие шахты, сверхвысокие башни — все эти пространственные новообразования меняют, пусть и не очень ощутимо, движение времени. Сеть железных дорог, пожалуй, самое масштабное творение человечества. Металлическая сеть, покрывающая с той или иной плотностью наши континенты, бесспорно влияет на естественное геофизическое поле Земли, а значит и на ее хрональные процессы, то есть на ход времени. Известный специалист в области топологии пишет, что железнодорожная сеть не плоскостная, а сферическая. Она повторяет кривизну земного шара. А там, где плоскость переходит в сферу, там трехмерное пространство переходит в двухмерное и наоборот. То есть железнодорожная сеть есть граница сопряжения по меньшей мере двух, а по большей части нескольких пространств. Итальянскому же феномену находят еще одно объяснение. Незадолго до исчезновения римского поезда в Италии произошло мощное землетрясение с эпицентром в районе Мессины. Возможно, чудовищные трещины и провалы возникли не только в каменистой почве, но и в хрональном поле. Есть предположение, что там образовалась блуждающая хрональная дыра, которая и могла перенести поезд из нашего обычного трехмерного пространства в четырехмерное, где время, хрональное поле, помимо длительности, приобретает новую характеристику — глубину. Поэтому злосчастный состав, выпав из своего обычного векторного времени, стал свободно перемещаться из своего настоящего как в прошлое, так и в будущее. В заключение заметим, что, по мнению ряда ученых, явление поезда-призрака относится скорее к разряду топологических аномалий, нежели к банальной мистике.